Прямо сейчас в Ливанском карьере лежит крупнейший обработанный каменный блок античности – около 1650 тонн. Его вырубили из скалы почти 2000 лет назад и не вывезли. Он до сих пор там, где его вырезали, потому что такую массу не возьмет большинство современных кранов. Справятся лишь редкие сверхтяжелые машины в особой сборке. Представьте, 4 полностью груженных пассажирских лайнера, сплавленных в один каменный брус. А теперь представьте, что этот брус обтесали руками. Без моторов, без гидравлики, без крана. А где-то высоко в Андах лежат камни, которые кто-то спустил с одной горы, переправил через реку и снова затащил на другую. А в Тихоокеанской лагуне из воды поднимается целый город на островах, которых там раньше не было. 7 мест на разных континентах, и на каждом одна и та же заноза. То, что мы видим, известным нам инструментом объяснить не выходит. Кто их построил – вопрос 10. Куда важнее – чем. Каким приемом, какой машиной? Там, где по учебникам не было ни станка, ни колеса, ни стали. Стена, которую испанцы веками растаскивали на стройку, а самые тяжелые ряды так и не сдвинули. Гранитный саркофаг на 60 тонн, спущенный глубоко под землю по тесной галерее. Вулканический камень, вытесанный так точно, что расколотые за века блоки и сегодня стыкуются друг с другом. У каждого из 7 объектов альтернативная история достает свой недостающий инструмент, и я назову его прямо, а самое трудное для объяснения приберег под конец. Начнем. Перу. Священная долина почти 3 километра над морем. На склоне над городком Ольянтайтамбо стоит недостроенная стена храма. 6 исполинских плит розового порфира в ряд. Самые крупные весят за 50 тонн, каждая тяжелее боевого танка. А теперь странность. Порфир для этих плит добывали не рядом. Каменоломня Качиката на другой стороне долины. Между ней и стройкой крутой спуск. Река Урубамба на дне и подъем обратно вверх. Блок сначала стаскивали с горы, потом переправляли через воду, потом заново поднимали в гору на террасы. И вот деталь, которую редко показывают. Дорогу этих камней видно до сих пор. По склону разбросаны брошенные плиты. Их называют уставшими камнями. Их тащили, не дотащили и оставили прямо на пути. По ним можно проследить маршрут, как по следам на снегу. А между самими исполинскими плитами кто-то вставил тонкие каменные прокладки, аккуратно обточенные пластины прямо в стыках. И тот же ступенчатый узор, что вырезан на этой стене, встречается за сотни километров, в Тиуанако. Будто у разных андских строек была общая азбука форм. Здесь у альтернативной версии готов ответ. Неизвестная нам транспортная система с продуманными противовесами и организацией, какую голой мускульной силой не объяснить. А версии посмелее идут дальше. Мождатцы говорят об утраченном способе временно облегчать камень, чтобы огромную массу двигал десяток человек. Доказательств у смелой версии нет, но сам масштаб перетаскивания ее и порождает. Официально это инки, 15 век. Дороги, пандусы, канаты и огромные рабочие артели дают вполне правдоподобную картину перевозки. Швейцарец Жан-Пьер Процен на опыте показал, что тесать и подгонять такой камень можно простыми каменными молотами. И все-таки точную организацию движения самых больших плит по шагам пока не собрали. Уставшие камни так и лежат на склоне, брошенные на полпути. Теперь другой край планеты. Микронезия, остров Помпеи. В теплой лагуне из воды поднимается почти сотня искусственных островков, разрезанных сеткой каналов. Каменный город на воде. Само имя переводят как «промежутки между». Это про те самые каналы, что режут его на части. Сложен он необычно. Местный базальт при остывании сам раскалывается на длинные шестигранные колонны. Природа отлила готовые каменные бревна. Их и укладывали, как сруб, крест-накрест, ряд на ряд, без раствора. Большинство колонн весит по несколько тонн, но отдельные угловые глыбы тянут примерно на 50. Всего на комплекс, по распространенной оценке, ушло около 750 тысяч тонн базальта.
И вот факт, который меняет все восприятие. На самих островках нет ни пресной воды, ни земли под огород. Все – воду, еду, дерево – сюда веками завозили по воде с большого острова. Это была столица, которая не могла сама себя прокормить и держалась только на бесконечной логистике через лагуну. На этой же логистике держится и вся загадка, потому что главный вопрос тут не как обтесали камень, а как его вообще доставили. Многотонные колонны надо было привезти по морю с другой части острова и уложить на острова, которых сначала не существовало. Что говорит альтернативная версия? В открытую про утраченный способ переправлять такие массы по воде, недоступный лодкам и плотам той эпохи. А местное предание не мелочится вовсе. 2 брата-колдуна подняли камни в воздух и перенесли силой. За факт легенду никто не выдает, но она честно передает то самое чувство. Этого здесь быть не должно. А еще тут рассказывают историю поновее. Немецкий чиновник, вскрывший в начале 20 века главную гробницу комплекса, умер буквально на следующий день, и к развалинам с тех пор приклеилась слава проклятого места. Основные монументальные постройки датируют примерно 1200-1500 годами, хотя жили здесь и дольше. Кто и как перетаскал через лагуну 3/4 миллиона тонн камня – вопрос по сей день открытый. Возвращаемся в Египет, но не к пирамидам. Под песками Саккары в скалу уходит длинный темный коридор. По сторонам – ниши, а в нишах стоят гигантские каменные короба, больше 2 десятков. Их называют саркофагами. Нарисуйте картину. Короб, вырезанный из цельного гранитного блока, размером с небольшую комнату. Сам ящик из одного куска, а крышка – отдельная многотонная плита сверху. Один из самых больших саркофагов вместе с крышкой весит около 62 тонн. Это как десяток взрослых слонов, сведенных в один каменный ящик и упрятанных под землю. И это не грубые лохани. Поверхности очень ровные, тщательно отполированные. Правда, разговоры о точности до долей миллиметра надежными замерами так никто и не подтвердил. Открыли все это в 1850-м. И открыли красиво. Француз Адюст Мариет искал храм по строчке античного географа Страбона, по описанию засыпанной песком аллеи сфинксов. По сути, использовал древний текст как карту клада. И нашел. А теперь сложность целиком. Гранит твердый и тяжелый. Эти короба надо было не только выточить, но и спустить под землю, протащить по тесным галереям, где не развернуться, и опустить в ниши точно на место. Назад такую махину уже не вытянешь. Что предлагает альтернативная история? Максимально конкретно. Машинное пиление и сверление, обработку гранита, по сути, на станке. Звучит эффектно. Но вот что известно наверняка. Эти короба, саркофаги священных быков Аписа, почти все ограбили еще в древности. Оттого Мариет и находил их пустыми. А в галереях сохранились следы роликов, рельсов и лебедок. Короба опускали в камеры, понемногу выбирая из-под них песок. Одна древняя надпись и вовсе сообщает, что доставка саркофага с крышкой заняла 28 рабочих дней. Так что загадка тут не в утраченном станке. Загадка в самом масштабе и упрямстве. Как всю эту гору твердого гранита протащили под землю и уложили в тесноте руками. Снова Перу, снова высота. Над Куско на склоне лежит крепость Саксайоаман. 3 яруса стен идут ломаной линией, зубец за зубцом. Издали просто мощная стена. Вблизи начинается непонятное. Сложена она не из ровных кирпичей, а из многогранных глыб. У каждой своя форма. 10 граней, 12 граней. И все они входят друг в друга впритык. Самые тяжелые камни за 100 тонн. В шов между ними не просунуть даже лезвие ножа. А вот что ломает привычную картинку. То, что мы видим, не жалкие остатки. Наоборот. Испанцы и позднейшие строители веками растаскивали Саксайоаман как каменоломню, брали то, что подходило и поддавалось. А самые массивные нижние ряды в основном остались на месте, их попросту не сдвинуть. И еще одно, что замечают не сразу. По распространенному прочтению, сам Куско выложен в форме пумы, и Саксайоаман приходится ей ровно на голову. Зигзаг стен – это оскаленные зубы зверя. Целый город-хищник и крепость на месте головы. Здесь вопрос даже не «как двигали».
Двигать тяжело, но понятно. Вопрос, как получали саму форму. Чтобы одна многогранная глыба легла на другую без щели, надо снять сложную объемную контактную поверхность и точно подогнать ее к соседней, на глыбе, которую заново уже не переставишь. И тут альтернативная история называет свои приемы прямо. Первый – копирование поверхности. Будто мастера умели точно переносить форму одного камня на соседний. Второй – размягчение камня. В Андах живет старая легенда о растении, чей сок якобы превращал скалу в мягкую массу. И эту легенду альтернативная версия поднимает как гипотезу. Третий – формовка. Камень будто бы заливали как искусственный, и он застывал в нужной форме. Свидетель у нас ранний. Испанец Педро Писаро, племянник конкистадора, еще в XVI веке записал: «Нижние камни так велики, что человеческие руки, по его убеждению, не могли их поставить, а подогнаны они плотнее, чем входит острие булавки». С тех пор минуло больше 4 веков, а плотность этих швов все еще осаживает каждого, кто подходит вплотную. Наука спокойна. Инки, отбивка, шлифовка, бесконечная примерка. И опыты подтвердили, что так и правда можно. Открытый вопрос не в самом приеме, а в организации. Как это проделали в масштабе блоков за 100 тонн? Египет, Асуан. Древние гранитные каменоломни под открытым небом. И прямо в скале, одним боком еще сросшийся с породой, лежит недоделанный обелиск. Именно поэтому он ценнее готовых. Стоящие обелиски красивы и немы. Они не расскажут, как их делали. А этот застрял на середине работы и все показывает. Его вырубали прямо из скалы, обкалывая по контуру и углубляясь в гранит. И в какой-то момент по камню пошла трещина. Работу разом бросили. Оцените, что бросили. Доведи его до конца. Он весил бы около 1200 тонн. Поставь вертикально, поднялся бы выше корабельной мачты большого парусника, цельной гранитной иглой. Это был бы крупнейший обелиск в истории, примерно на треть больше любого, что реально сумели установить. И вопрос тут шире, чем кололи камень. Допустим, обелиск не треснул бы. Что дальше? Как вынуть из карьера цельную глыбу в 1000 с лишним тонн? Как ее перевернуть, довести и поставить стаймя, не расколов? Даже сегодня такая масса одним куском у самого края наших возможностей. Альтернативная история цепляется здесь за следы обработки. Довод конкретен. Борозды и снятые слои будто бы слишком ровные для ударов простыми каменными шарами. Значит, работал инструмент, которого мы не знаем. Официально 18-я династия, время Хатшепсут. Гранит долбили долеритовыми шарами. Следы на стенках траншеи видны глазом. Чем откалывали, понятно. А как собирались вынуть и поставить эту 1200 тонн, не расколов, так и повисло в воздухе. И вот он, тот самый камень из начала. Ливан, Баальбек, в горах на востоке страны. Сверху стоят римские храмы первых веков нашей эры. Тут спора нет. Это, между прочим, один из крупнейших храмовых комплексов всего римского мира. Место звалось Гелиополь, город солнца. Но в самом низу, под римской кладкой, лежит трилитон. 3 блока, каждый около 800 тонн. Каждый длиной под 20 метров. Железнодорожный вагон. И они не валяются на земле. Их подняли и уложили в стену на высоту в несколько метров. Вдумайтесь. 800 тонн – это 2 десятка полностью груженных фур, спрессованных в один блок. И такой блок аккуратно оторвали от земли и положили наверх, в стык к соседнему. 3 раза подряд. А в каменоломне рядом лежат те, что так и не сдвинули. Камень беременной женщины. Около 1000 тонн. Имя не случайное. По одной из легенд, к нему до сих пор идут женщины, поверив, что прикосновение помогает зачать ребенка. Возле него второй, еще тяжелее, под 1250. А в 2014-м немецкие археологи откопали там же третий, самый глубокий, около 1600 тонн. Крупнейший обработанный человеком камень на Земле, тот, с которого мы начали. И еще одна подробность, мимо которой обычно проходят – карьер. Всего метрах 800 от святилища, чуть выше по склону. Но даже эти 800 метров под небольшой уклон с 800-тонной глыбой – это не докатить.
Это провести ее через весь склон, ни разу не сколов грань, и опустить точно в готовый ряд. У альтернативной истории здесь два довода. Первый – неизвестная подъемно-транспортная система, способная ворочать массы под 1000 тонн, какой у античности нигде не описано. Второй – что нижнее мегалитическое основание старше римлян, наследие более ранней традиции, а римляне лишь достроили храм поверх готовой платформы. В пользу этого приводят отличие кладки трилитона от римской по стилю и выветриванию. Вот только археология здесь довольно тверда. В карьере нашли следы именно римской добычи, а огромный незавершенный блок, судя по всему, готовили для того же храмового подиума. Версия про древнейшее основание в альтернативной истории живет, но убедительного подтверждения под нее пока нет. По-настоящему открыто другое – как именно возили и ставили эти 800-тонные блоки. И последняя точка, самая трудная, но уже не из-за веса. Боливия, плато Альтиплано, почти 4000 метров над морем. Кислорода на треть меньше, чем внизу. Приезжие задыхаются без привычки. Ни леса, ни деревьев вокруг, а значит, ни катков, ни деревянных салазок под камень. И на этой голой высоте стоит Пума-Пунку. Красный песчаник для платформ тащили за десяток километров в гору. Самая крупная плита – около 130 тонн, а блоки из андезита волокли еще дальше, чуть не за сотни километров, с другого берега огромного озера Титикака. По ведущей версии, часть глыб переправляли прямо через озеро, на лодках. На тех самых тростниковых из вязаных камыша, что плавают по Титикаке и сегодня. Многотонная плита андезита на связке тростника от одной этой картинки делается не по себе. Андезит – прочная вулканическая порода. Работать с ней куда тяжелее, чем с мягким известняком. Хотя для нынешнего алмазного инструмента ничего невозможного в ней нет. Теперь взгляните на сами блоки. Прямые углы, плоские грани, точные повторяющиеся модули и знаменитые H-блоки. Камни в форме буквы N, похожие один на другой, будто по единому лекалу, каждый примерно по 600 килограммов. А безрастворные стыки настолько аккуратны, что разбросанные по площадке обломки исследователи подбирают друг к другу, как черепки одного разбитого сервиза. И вот факт не с поверхности. На блоках нашли следы металлических скоб хитрой формы. Оказалось, металл заливали прямо в вырезанные в камне пазы. Расплав застывал и сшивал блоки изнутри. То есть на стройке Пума-Пунку плавили и лили металл прямо на месте. Строители знали металл прекрасно. И все равно, сам камень, по официальной версии, тесали и подгоняли вручную. Здесь альтернативная история идет до предела. Механизированная шаблонная обработка, древние режущие и сверлильные станки, серийное производство одинаковых деталей. Слишком уж все повторяемо и точно для ручного скола, говорят ее сторонники. Наука относит Пума-Пунку к культуре Тиуанака, к возрасту примерно в 1500 лет. Альтернативные исследователи называют сроки в разы древние. А сами инки, пришедшие сюда много позже, застали лишь руины и своих строителей не знали. В их преданиях сказано глухо: это возвели не люди и не при людях. 7 точек, разные материки, разные эпохи, разные народы. И одна общая брешь. Соберем вместе. Плиты, что спускали с гор и поднимали обратно. Город на насыпанных островах без капли своей воды. 60-тонные саркофаги, протащенные под землю в каменную тесноту. Стена, которую растаскивали как карьер, а до конца так и не сдвинули. 1200 тонн, застрявших в египетском карьере. 1650 так и не оторванных от Ливанской скалы. И вулканический камень, чьи осколки и спустя 1000 лет сходятся край в край. По каждому объекту у альтернативной истории свой недостающий инструмент. Где-то неизвестный способ таскать неподъемное, где-то станок и литье, где-то размягчение или копирование камня, где-то целый пласт, оставшийся от кого-то более раннего. Доказать пока не удалось ни один из них. Но и закрыть вопрос простым «делали руками, шаг за шагом» получается не везде. Может, все проще, чем кажется. 1000 рук,
столетия работы и организация труда, которую мы привычно недооцениваем. А может, где-то на длинной дороге сквозь тысячелетия мы правда обронили часть знания и теперь со всеми нашими кранами и алмазными сверлами местами лишь догоняем. Дело ведь не в том, умнее были предки или глупее. Дело в том, что мы видим их результат и не видим их пути к нему. А теперь вопрос лично к вам. Какой из 7 объектов зацепил вас сильнее прочих, и есть ли у вас свое объяснение, как это сделали без наших машин? Спорьте в комментариях, тут есть о чем. Поставьте лайк, если досмотрели до конца, так эти камни увидит больше людей. И подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Впереди места, которых по всем расчетам быть не должно, а они есть.